Привет всем! Сегодня я бы хотела снять видео на тему выхода в астрал, способов выхода в астрал и вообще вот описание самого вот этого всего процесса. Значит, вот смотрите, первый момент, который нужно рассмотреть. Способы выйти, именно вот временные промежутки, да, нужное состояние, в которое нужно выходить. Существует три теории. Первое – просыпание, второе – при засыпании и третье – медитация. Что я как новичку, вам как новичку посоветую использовать? Конечно же, метод при просыпании. Потому что, смотрите, какой вот там момент получается. Ваш мозг в этом состоянии, он находится в самом идеальном своем варианте, потому что вы после просыпания, он как бы еще спит, но при этом ваше сознание уже включилось, то есть его проще всего настроить именно вот так, как нужно. При засыпании же вы, конечно, хотите спать, но там все равно такой процесс происходит, что немного проблематично как бы это сделать, потому что многие люди, да, они даже этого процесса не улавливают, да, там есть такой момент, когда вы засыпаете, и у вас начнут какие-то картинки мелькать, многие наверняка видели. Многие даже этот момент поймать не могут, они просто вырубаются. Поэтому для новичка это проблематично немного будет сделать, поэтому это я не советую. И третий вариант – медитация. Медитацию я тоже не рекомендую для новичка, потому что там совсем все усложняется, вам нужно из полного состояния бодрствования довести себя до состояния отключки мозгов и потом выходить. То есть там совсем все сложно. Это для профессионалов, для людей, которые давно этим занимаются, им это нормально. Если вы новичок, то этого пробовать не нужно, иначе вы просто все это очень быстро забросите. Это что касается способов. Значит, что касается самих техник. Техники я описывать не буду, потому что у Михаила Радуги, у него просто замечательно все это описано, то есть это вам, что касается техник, описания, это прямо к нему нужно. Это вы можете найти и в письменном виде, и на ютубе, то есть это все в открытом доступе. Но я объясню, для чего вообще нужны техники. Техники нужны для того, чтобы вашему мозгу помочь войти в нужное состояние. То есть вы как бы на них отвлекаетесь, пока вы это делаете. Плюс сама техника, она направлена на то, чтобы в вашем теле вызвать вибрации. Это такое состояние, оно похоже, как будто вас чуть-чуть бьют током. Но оно именно самое нужное такое состояние, чтобы выйти. Люди же, которые давно занимаются астральными практиками, не используют в основном уже техник. То есть я, например, не использую техник уже никаких, я просто выхожу, то есть мне эти отвлекалки, они уже не нужны. Но если вы новичок, то обязательно ими пользуйтесь, они вам реально помогут. У Радуги я все техники перепробовал, они все работают, то есть там можете доверять прям 100%. Так. Значит, что касается самого процесса выхода, это самый такой вопрос, который всех просто интересует, что это вообще такое, на что это похоже и как это вообще все это происходит. Значит, смотрите, на что это похоже по ощущениям. Представьте, что вы взяли рюкзак и набили его кирпичами по самый верх, одели и целый день вы ходите на ногах с этим рюкзаком, а потом вы легли под вечер, и сняли его и встали. То состояние, которое вы ощутите в этот момент, оно будет очень похоже на то, когда вы выходите. То есть это состояние такой абсолютной легкости, и прям вы как перышко, то есть это на это очень похоже. Не нужно задаваться вопросом, как это происходит. Это действительно, как Радуга, да, говорил, и все, в принципе, вам любой это скажет, просто взял и вышел, все. То есть это действительно происходит очень легко, и абсолютно там никаких моментов нет таких не происходит. То есть вы просто выходите и все. И при этом ощущаете такую прямо легкость. Значит, что касается момента, который прямо очень важный, я считаю, что человеку мешает вообще выйти. Конечно же, мешает анализ. То есть анализ вообще происходящего. Как это сделать? Как это происходит, почему это происходит. То есть эти все вопросы, они мешают. Особенно это сложно от этих вопросов избавиться людям, которые, в принципе, привыкли, да, по жизни все анализировать и пропускать через этот логический фильтр. То есть примите для себя, постарайтесь принять тот факт, что ваш мозг,
он не в состоянии познать вот этого процесса. То есть постарайтесь его как бы отодвинуть от этого. Просто примите, что это есть, и все. Потому что если вы начнете анализировать, то у вас, вот представьте, да, там, когда вот сама техника, то есть там счет времени идет просто на секунды, когда там все это происходит. И плюс само состояние, оно очень такое нестабильное, и очень его сложно удержать, да. А тут вы еще, да, вот начнете вот своими вопросами из оперы, а как это сделать, а почему это происходит, а я уже вышел, то есть мысли, все мысли, анализ вам нужно просто отодвинуть. Вот вам дали, да, определенную инструкцию, вот техника, выход, все. И вот вы четко по инструкции все выполняйте, никаких вопросов не задавайте. Вопросы вы будете задавать, когда вы уже профессионал, когда у вас уже все получается, и т.д. и т.п. Тогда вы можете легко себе задавать эти вопросы, это вам уже не будет мешать. Вот, но пока что этого делать ни в коем случае не нужно. Вот, ну в принципе, вот что касается выхода, это все. Не нужно ничего усложнять, там все очень легко. Я пыталась максимально простыми словами объяснить сам весь процесс и что там вообще происходит. Вот, действительно, там все очень просто. Поэтому я желаю вам удачи, чтобы у вас все получилось. И обязательно, что касается техник, это обязательно к Радуге, потому что у него там все разжевано, дальше некуда. Вот, так что желаю вам удачи, до свидания.